Какие деньги в Грузии в приоритете для туриста из РФ, какую валюту с собой взять? Спрашивает Анатолий, да, сколько стоят деньги в Грузии, с которыми вы приехали? Мадлоба. Сегодня мы ответим на вопросы, разберем вопросы, которые ответили здесь пользователи интернета, и я просто прокомментирую их, надеюсь, что вам будет интересно. По мне, пишет Мария, так лучше использовать наличные деньги, рассчитываться картой, теряешь комиссионные сборы. Выгодно ехать в евро или с долларом, рубли обменять можно, но придется поискать хорошее предложение по курсу. Придется поискать, Мария, не совсем верно. Обменники здесь на каждом шагу в больших городах, Батуми, Тбилиси, здесь кругом, бегом, везде меняют хорошо. Ходить с наличкой, ну, наверное, классно, но, опять же, очень удобно ходить с пластиком, да, или там, допустим, в Apple Pay, или там Samsung Pay, там, что угодно, вполне себе хорошо работает. Ксюша отвечает, сумма выгоды совсем незначительная, я с ней согласен, при сравнении обмена рублевого и доллара. Так что не принципиально приехать с долларовой картой, с рублевой картой, то есть, опять же, здесь все нормально и при выводе денег через банкомат. Конкретно в Тбилиси на каждой станции метро есть пункты обмена, опять же, в городе пункты обмена, везде. Обменники есть в банках, и курсы не особо отличаются от банка, от обменников, да, и вот если сегодня на 22 мая у нас 1 доллар стоит 3 лари 42 тетри, то стоимость 1 рубля, соответственно, 0,46 лари, 0,046. Опять же, если смотреть, как отвечает Елена, в Грузии есть места, где примут доллары лучше, чем лари. Я здесь и согласен, и нет, потому что снимая жилье, когда вы снимаете жилье у владельца жилья, естественно, у вас будет происходить расчет в долларах, и заключение сделки будет в долларах, потому что курс, когда мы приехали сюда, был даже меньше 3, а сейчас 3.42. И это как бы очень сильно работает. Как это работает? Вы снимаете у человека за 500 долларов, допустим, там дом или квартиру там на месяц, и 500 долларов, они и в Африке 500 долларов. А 500 долларов, когда было по 3, это 1500 лари, а сейчас это стало уже почти там 1700, потому что курс идет выше и не в пользу лари. Менять деньги, рассчитываться рублями или евро, ну, я не знаю. То есть в Грузии, как я понимаю, люди либо лари, вот лари кругом везде, либо доллары, это если вы снимаете, там, допустим, жилье, либо там арендуете машину, либо что-нибудь типа такого. Меняйте деньги на лари, рассчитывайтесь лари, и будет нормально все. Да? Александр, деньги в Грузии национального местного масштаба это лари. На территории этого государства рассчитываться иными, да, не получится. Вот согласен, Александр, согласен, потому что как бы купите доллары и евро у себя, привозите сюда свои доллары и евро, меняете в обменнике, обменников здесь на каждом шагу, получаете лари, это вот такие денежки, да, это вот у них такие местные лари, это 5 лари, да, вот 5, 20. Это такой полтос зеленый, да, местная лари. Опять же, есть там соточка вот такого плана, да. Что немаловажно, видите, есть десятка, это нового образца, а есть еще, ходят еще десятки старого образца. Поначалу непонятно, да, как это работает, опять же, но это и то идут в обороте, и все нормально. Поэтому, друзья мои, приезжаете, меняете доллары свои или евро на лари, по карточке очень-очень хорошо, и в принципе... Окей. Екатерина пишет. Местные готовы взять с вас долларами за продукты на рынке. Ну, я слабо представляю, когда... То есть, если и готовы какие-то за продукты на рынке взять долларами, то курс будет далеко не в вашу пользу. Несколько раз говорил и вам, и вашим знакомым, и своим знакомым, что гораздо проще вызвать такси, сесть в такси, доехать до обменника, благо в Батуми, Тбилиси их очень много, тьма тьмущая этих обменников на каждом шагу. Курсы там плюс-минус одинаковые, там отличимы, да, поменять и вернуться на такси обратно будет дешевле, чем вы поменяете там по местному курсу. Тут права, что сдачу дадут вам, ну, то есть как бы местные люди, предприниматели, там, то есть они не заинтересованы, как сказать, то есть как бы здесь я слабо представляю, что вы там долларами рассчитываете там на рынке там за клубнику, да, то есть скорее можно будет найти того, кто примет у вас по карточке, это правда. В обменном пункте в аэропорту, а зачем вам надо? Вы выходите из аэропорта, вызываете через Яндекс Такси либо приложение прямо на месте, в аэропорту есть бесплатный Wi-Fi.
проходите паспортно-таможенный контроль, прошли его, вышли, подключились к аэропорту, в аэропорту к местному Wi-Fi, он там бесплатный, да, подключились, вызвали такси, приехали в центр города, там поменяли. Зачем вам менять внутри? Вы же четко для себя понимаете, что внутри аэропорта и питание будет по космическим ценам, там, да, и таксисты будут по космическим ценам, и обмен валют будет. Зачем вам это надо? Причем Батуми, аэропорт Батуми находится прямо в самом Батуми. То есть тут ехать мне от того места, где я живу, до аэропорта, ехать 6 лари. То есть 6 лари это чуть меньше $2. То есть от дома до аэропорта я доезжаю там буквально за, ну, неспешно, там за 15 минут. Вот просто неспешно я доезжаю до аэропорта. То есть как бы зачем вам там менять, если 15 минут езды и вы уже здесь, ну, все нормально. Евгений, согласен. Лари, денежка, то есть как бы обменных валют, как бы там обменных пунктов, банков на каждом шагу, согласен. Выбирая, ну, менялы, уличные менялы. Друзья мои, надо понимать, что такое для меня уличное меняло, да? Уличное меняло это человек, который сидит на улице, у него есть такой ларек, это может быть внутри помещения, там, да, какой-то под лестницей, может быть просто какая-нибудь комнатка, стол, стул, очень часто летом, когда жара, они прямо на табуретках сидят около этого и меняют деньги прямо с рук. Это законно, это легально, естественно, если вы где-то будете меняться в каких-то подворотнях, либо просить у кого-то там, не знаю, там у знакомого, то это чревато, но здесь огромное количество обменных пунктов везде, 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 и в принципе все всегда отлично и все всегда хорошо. Карта Visa, карта MasterCard Visa, как правильно говорит Андрей, рассчитывается везде. То есть как бы в Грузии с картами, с приемом платежей, я еще раз повторяю, настолько привыкаешь здесь к безналичке, что у нас был момент, когда я писал видео, смотрите видео о том, как я простил милостыню в Грузии, где я сел в маршрутку и понял, что у меня нет наличных денег. А там надо было платить 60 тетри. То есть это 1 лари, это 100 тетри. И у меня не было наличных денег, и мне пришлось извиниться, но меня провезли бесплатно, за что грузинам большое-большое спасибо. Друзья мои, я думаю, что был вам полезен, какие деньги в Грузии в приоритете для туриста не только из РФ, из Беларуси, из Украины, из любого, да. То есть вы приезжаете сюда с любой валютой, резюмируя, приезжайте сюда с любой валюты, меняете ее здесь в обменных пунктах, здесь с радостью, тут обменников много, поменяют вам хоть монгольские турики, израильские, турецкие, русские, киргизские, там что угодно меняют, но опять же, лучше всего, если вы дома поменяете доллары, сюда приедете с долларами, надежно вам тут днем и ночью поменяет, и все будет отлично и хорошо. Если у вас остались вопросы, пишите под этой статьей, либо под этим видео, с радостью вам отвечу. Спасибо за внимание, до свидания.